All motor cars to lanes 3 and 4. All motors, lanes 3 and 4. Всем привет, дорогие друзья! На моем канале как-то был выпуск про самые невероятные мотоциклы от Honda. Кто не смотрел, ссылка будет в описании. Сегодня же мы с вами узнаем, а что такого необычного создала Yamaha. Конечно, до любившей экспериментировать Honda ей далековато. Однако и у этого производителя есть интересные модельки. Начать этот выпуск я хочу с уникального для класса нейкидов Yamaha MT-01, который является примером воплощения инженерной мысли в металле. Его особенностью стало объединение большого V-твина с мега-тягой со спортивным шасси. Силовая установка, взятая от крузера Yamaha XV 1700 Warrior, выдает 90 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента, полностью доступного уже к 4000 оборотов в минуту. При сниженной массе в 259 кг Naked до 100 разгоняется около 4 секунд. Максимальная скорость 210 км в час. Средний расход заявлен 6,2 литра на 100 км. Бак вмещает 15 литров. Практически без изменений мотоцикл производился до 2009 года, в котором была выпущена лимитированная версия MT-01 SP. Yamaha XV 1700 Roadstar Warrior. Этот пауэр-крузер родился в 2002 году при задумке инженеров объединить крузерную силу с маневренностью спортбайка. Самое главное отличие от всех конкурентов — это, конечно же, легкая алюминиевая рама, которая на 40% жестче по сравнению со стандартной рамой серии. Задний маятник также сделан из алюминия и выполнен в стиле спортбайка. Такая конструкция была впервые применена в серийном производстве крузеров, благодаря чему в снаряженном состоянии мотоцикл весит всего 295 кг. Плюс сюда частично переехала подвеска и тормоза от Yamaha R1. 1670-кубовый V-твин с развалом цилиндров 48 градусов выдает 84 лошадиные силы и 135 Нм крутящего момента. От 0 до сотни байк разгоняется за 4 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км в час. Средний заявленный японцами расход топлива 5,8 литра на 100 км. Мотоцикл имеет пятиступенчатую коробку передач и ременной привод. Yamaha XV 1700 Roadstar Warrior был снят с производства в 2010 году. Yamaha Niken GT. Этот необычный трехколесный спорт-турист компании построен на общей базе Yamaha MT-09 и имеет тот же 888-кубовый трехцилиндровый двигатель, который здесь перенастроен на еще лучшую тягу на низах, а потому выдает чуть меньше мощности — 115 лошадиных сил и 91 Нм крутящего момента. При сниженной массе в 270 кг от 0 до сотни Niken GT разгоняется около 4 секунд. Средний расход топлива 5,8 литра на 100 км. Максимальная скорость 220 км в час. Передняя подвеска состоит из двух двойных вилок Каяба перевернутого типа в оригинальной параллелограммной рычажной конструкции Акермана. У каждой из этих вилок задняя нога толщиной 43 мм занимается, собственно, амортизацией и демпфированием, а передняя нога на 41 мм лишь добавляет жесткости и удерживает колеса в нужном направлении. За это чудо инженерной мысли, которое обеспечивает невероятную безопасность в повороте, на официальном сайте сейчас просят 2 200 000 йен. Это $13 800 или 1 200 000 рублей.
Yamaha BW350 Big Wheel. Этот внедорожный флагман компании появился в 1997 году, а сама линейка вездеходов появилась в 1985-м, состояла еще из двух моделей BW80 и BW200. Двухколесный вездеход BW350 имел четырехтактный одноцилиндровый двигатель объемом 348 кубических сантиметров с воздушным охлаждением, очень похожий на двигатель, используемый на квадроцикле Yamaha Warrior 350. Максимальная мощность составляла 30 лошадиных сил. Также на BW350 был установлен нестандартный двухцепочный задний привод для передачи крутящего момента от двигателя на массивное заднее колесо. Мотор не обладал выдающимися характеристиками, но он безусловно был самым мощным среди конкурентов на тот момент. Максимальная скорость BW350 составляла около 100 км в час. Yamaha VMAX 1700. Этот зверь, которому до сих пор нет равных, в особом представлении не нуждается. Его главной особенностью является, конечно же, мощнейший для класса четырехцилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения объемом 1679 кубических сантиметров, который выдает сумасшедшие для класса 200 лошадиных сил на 9000 оборотов в минуту и 167 ньютон-метров крутящего момента на 6500. Силовая установка получила электронно управляемые дроссельные заслонки и систему с изменяемой длиной впуска, которая пришла на смену системы V-Boost, стоявшей на VMAX 1200, и также обеспечивает ощутимый подхват после 6500 оборотов в минуту. Впервые такая система была применена на Yamaha R1 2006 года. Благодаря этому, несмотря на снаряженную массу в 310 кг, VMAX 1700 выстреливает от 0 до сотни в идеальных условиях за 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет около 230 км в час. Однако, если снять все ограничения, то и она уже приближается к показателям литровых спортбайков. Мощность на заднее 200-мм колесо передается через кардан. Yamaha GTS 1000. Этот очень интересный спорт-турист выпускался с 92 по 98 год. Мотоцикл оснащается двигателем от спортивной версии Yamaha FZR 1000, который, естественно, дефорсировали, перенастроили и добавили инжекторов вместо карбюраторов. В итоге двигатель в оригинале, выдававший 145 лошадиных сил, стал выдавать 100 и 106 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 279 кг разгон до 100 осуществляется за 4 секунды. Максимальная скорость около 250 км в час. Бак вмещает 20 литров. Однако главной особенностью Yamaha GTS 1000 стала именно уникальная передняя подвеска, представляющая собой консольную систему крепления колеса со специальными тягами и шарнирами, отвечающими за руление и демпфирование. Из преимуществ следует отметить рекордную жесткость, стабильность и отсутствие клевка при торможении. Однако недостатки перечеркивали все плюсы данной конструкции. Это увеличение неподрессоренной массы. По сравнению с классической вилкой разница была существенной – 31 кг против 21, плюс неоднозначный характер левых и правых поворотов и более высокая стоимость самой конструкции.
Yamaha XV 1900 Rider. Этот очень интересный заводской кастом производился с 2008 по 2017 год. Мотоцикл имеет агрессивный стиль с удлиненной вилкой, низким сиденьем и широким 210 мм задним колесом, который совмещен с шасси, обеспечивающим превосходные характеристики. Сердцем XV 1900 Rider является V-образная двойка воздушного охлаждения объемом 1854 кубических сантиметра, который выдает 100 лошадиных сил и 168 Нм крутящего момента, доступно уже с 2500 оборотов в минуту. При сниженной массе в 347 кг райдер от 0 до сотни разгоняется за 4 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км в час. Всю мощь на заднее колесо передает ременная передача. Средний заявленный расход топлива 6,2 литра на 100 км, что весьма кстати при довольно маленьком баке, объем которого составляет всего 16 литров. В 1984 году Yamaha выпустила модель RD500LC, она же RZ500, а в Японии этот мотоцикл продавался под названием RZV500R. Спортбайк является дорожным вариантом 500-кубового гоночного прототипа Yamaha YZR500, на котором легендарный Кенни Робертс гонялся в чемпионате мира по мотогонкам в самом престижном классе. Двигатель модели имеет 4 цилиндра жидкостного охлаждения, расположенных V-образно с развалом в 50 градусов. Он выдавал 88 лошадиных сил максимальной мощности на 9500 оборотов в минуту и 67 ньютон-метров крутящего момента на 8500. Японская версия RZV500R была задушена до 64 лошадиных сил в соответствии с японским законодательством. В сухом состоянии RD500 весил 173 кг, плюс сюда громадный 22-литровый бак. Максимальная скорость составляла 240 км в час. Yamaha BT 1100 Bulldog появился в продаже в 2001 году. Этот Naked интересен тем, что получил двигатель и кардан от крузера Yamaha XV 1100 Virago, а передние тормоза от Yamaha R1. Этот 1063-кубовый V-Twin с воздушным охлаждением обладает великолепной тягой на низах с максимальным крутящим моментом 88 Нм на 4500 оборотов в минуту, а максимальная мощность составляет 65 лошадиных сил на 5500. При сниженной массе в 250 кг мотоцикл от 0 до сотни разгоняется за 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Бак вмещает 20 литров топлива. Бульдог покинул конвейер в 2006 году. Уникальный Yamaha XJ650 Turbo появился в 1982 году, когда мотопроизводителей охватила турбомания и сразу же установил новые стандарты в визуальном представлении аэродинамического обвеса. Мотоцикл оснащался 4-цилиндровым двигателем воздушно-масляного охлаждения объемом 653 кубических сантиметра, который благодаря турбине выдавал 90 лошадиных сил мощности на 9000 оборотов в минуту и почти 82 ньютон-метра крутящего момента на 7500. При сниженной массе в 243 кг XJ650 Turbo от 0 до сотни разгонялся чуть меньше 5 секунд. Максимальная скорость 200 км в час. Чтобы получить более низкую цену, в отличие от аналогичных японских моделей с турбированными двигателями, Yamaha XJ650 Turbo имел более дешевое оснащение,
В частности, использовались карбюраторы вместо электронного впрыска, задние барабанные тормоза, конкуренты имели дисковые тормоза спереди и сзади, и более простая подвеска. По динамике в среднем мотоцикл был сопоставим с 750-кубовой инжекторной моделью, но стоило стрелке тахометра перевалить за 6000 оборотов в минуту, мотоцикл выстреливал так, что даже литровые байки не сразу могли за ним угнаться.